Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Извините, долго меня не было на YouTube, как-то не было желания снимать, да, как-то не до YouTube было. Я думаю, многие через это проходят, когда не хочется ничего снимать. Но решила я закончить инвентаризацию свою. И единственное, что у меня осталось, это палетки теней. И давайте я вам их покажу и подсчитаем, сколько у меня палеток для глаз. И давайте начну вот с таких маленьких палеток. Я вот такие маленькие палетки держу в таком вот органайзере. Так что, кто любит обзор декоративной косметики, продолжайте меня смотреть. Начну обзор вот с этой старой палетки от Техник. Я ее очень редко использую, но я ее держу как в коллекции, чтобы она у меня была. Вот. Здесь достаточно классические такие цвета, но она очень-очень сыпучая. Девочки, я не буду все цвета сводчить, так как если начну все это сводчить, будет видео на часа 3-4. Интересные, красивые здесь цвета. Здесь такие сатинчики, вот такой вот шиммер есть. А матовые очень сыпучие. По-моему, у меня это одна единственная палетка от этого бренда Техник. Больше я и не покупала. Здесь очень такой жгучий черный красивый цвет. Ну, как сказала, они очень-очень рыхлые. Давайте я вам покажу вот эти сатинчики красивые. И вот этот блестящий цвет. Вот. Тени не засохли. Достаточно красивые блестяшки тут. Такая у меня палетка есть. Следующая палетка, которую я хочу вам показать. Так, что у меня тут еще есть? От Revolution палетка. Это Makeup Obsession. Я не знаю, у них еще есть этот подбренд или нет. Это такая вот малышка. У них разных цветов она вышла. У меня Smokin называется, которая очень красивая, милая палетка. Здесь очень маленький рефил. Ну, мне нравятся цвета яркие, особенно вот это дуохром. Нравится. Вот. Ну, на сводче его не видно. Кстати, он вот, видите, замылился. Вот, очень красивый вот этот цвет. Так, не оттерла я хорошо палец. Следующий, какой вам цвет показать. И вот этот. Вот, очень красивые цвета. И давайте покажу вам вот этот беленький. Тоже такой типа дуохрома. Такие вот цвета. Также есть у меня палетка от Huda Beauty. Малышка вот такая. По-моему, у меня единственная только палетка от Huda, которая вот так называется. Фиолетовая. Она тоже у многих есть. Хорошая, красивая палетка. Мне здесь нравятся вот эти вот блестяшки. Ну и вот этот матовый. Конечно, блестяшки у Huda это просто шедевр. Ну, давайте и матовый. Красивая палетка, мне она нравится, пользуюсь, но не часто. Так, еще что у меня тут из маленьких палеток. Есть у меня палетка вот эта от Essence, старенькая, такая уже вся потертая, бронзет. Она тоже вышла в нескольких цветах. Я приобрела себе вот эту. Хорошая, средняя такого качества палетка, то, что всегда выходит у Catrice и у Essence. Здесь шиммеры, кстати, красивые. Вот, ну давайте это тоже. Такие вот цвета. Так, следующую палетку. Это тоже будет палетка от Essence. Она тоже у многих есть. Такая книжечка. Ну, я ее редко почему-то тоже использую. Рука к ним не тянется. Хотя здесь красивые цвета. Вот этот вот цвет, он дуохромный. Красивый. Вот, если вы видите дуохром. И здесь мне нравятся вот эти вот матовые цвета. Очень красивые. Знаете, я какие-то палетки использую часто, какие-то нет, но избавляться я от них не собираюсь, так как это вот будет у меня, как называется, коллекция. Держу их как в коллекции, как говорится.
Вот эта палетка, ей, по-моему, года 2 уже, Catrice. Мне понравилась больше всего здесь упаковка. Такие вот здесь цвета. Вот этот серый цвет я не использую, я не люблю серые цвета. Так, палетка интересная, красивая. Здесь цвета тоже. Давайте вот это матовый. Вот. Хорошая, среднего качества. Такие вот цвета. Также в моей коллекции есть палетка от Revolution. Одно время я часто и пользовалась. Мне здесь нравятся вот эти вот красивые спарклы, блестяшки, как их назвать, даже не знаю. Очень красивые, ну видно, да, я почти здесь до донышка дошла. Это мой самый любимый цвет. Здесь такой вот есть коричневый цвет, он такой более кремообразный. Давайте покажу вам блестяшки, посмотрите. Ну просто красота. И вот этот. Очень красивые блестяшки. Мне очень нравится эта палетка. Как я вам сказала, одно время я использовала ее очень часто. Также есть палетка от Golden Rose. По-моему, единственная палетка от этого бренда. Тоже взяла ее по отзывам. Говорят, тени Golden Rose шикарные. У меня от Golden Rose есть жидкие тени одни. И помады. И, по-моему, еще что-то есть румяна, я уже не помню. Да, румяна у меня есть еще. Красивая палетка и вправду качество очень даже хорошее для своей цены. По-моему, бюджетно стоит эта палетка. Она, по-моему, 8 евро стоит у нас. Тоже такая интересная. Вот такой вот цвет матовый для растушевки. Темный, черный. Не буду вам показывать. И вот такие вот две сияшки. Посмотрите. Красота. Очень классные тени, мне они понравились. Старая моя палетка от Catrice, она мне очень нравится. Жаль, что их уже нету в продаже. Может быть, повторила себе. Я брала эту палетку в Project Pen и дошла до тонышка. Два моих любимых цвета. Ну и остальные тоже хорошие. Здесь такие вот сатинчики очень красивые. Давайте покажу. Они, конечно, замыливаются. Вот этот вот дуохром. И вот этот. Все цвета носибельные, очень красивые. Люблю очень эту палетку. Еще одна малышка от Эльф. Почему-то я ее редко использую, не знаю. Ну вот себе приобрела, чтобы была в коллекции. Ой, не могу открыть. Заляпалась. Чтобы была в коллекции. Я ее приобретала в Нидерландах, так как у нас Эльф не представлен бренд. Хорошая палетка, красивые здесь такие сияшки, да и матовые тоже хорошие. Тут один матовый, а это сияшки. Вот. Эльф хороший достаточно бренд, знаю, его многие любят. И еще одна палетка, малышка у меня есть от Catrice, красивая палетка, мне она тоже очень нравится. Здесь очень красивые сияшки. Тоже многие ее приобрели. Давайте покажу вам только сияшки. Вот. Хорошая тоже палетка. Мне она нравится. И также у меня есть палетка от Наташи Деноны, которая постоянно тянется рука. Ну, вы видите, я уже дошла до донышка тут в этом цвете матовым. Очень часто его использую. На каждый день самое то. Вот это блестяшки тоже очень красивая. Такой вот дуохром. Мне нравятся палетки Наташи Деноны. И матовые, и блестяшки у нее очень даже красивые. Тоже это у многих есть. С маленькими палетками мы закончили. И давайте перейдем к большим палеткам. Так, освободила я место для других палеток. У меня в коллекции есть вот эта палетка от Анастасии Beverly Hills Soft Glam Mini. Часто тоже к ней тянется рука. Здесь такие классические цвета. Очень красиво. У многих тоже эта палетка есть. Здесь и блестяшки красивые. И матовые часто использую. В общем, палетка хорошая. Мне она нравится.
Также есть палетка от Revolution. Люблю я бренд Revolution. Одно время часто очень заказывала от этого бренда. Заказывала сразу с их официального сайта, но сейчас нет, потому что как-то трудная доставка там. И надо за доставку 6 евро платить. В общем, как Британия вышла с Евросоюза, тяжеловато заказывать с этих британских сайтов. Вот. У нас как-то с Грецией они не очень. Надо налог платить, если там больше сумма на 150 евро. Что-то, короче, очень много заморочек с британскими сайтами. И я не стала уже заказывать с этих сайтов. Хотя раньше очень даже заказывал с Revolution, Beauty Bay, как еще другой сайт у них называется, забыла. Вот 3 сайта самых знаменитых, но сейчас уже нет, все. Так, вот здесь классическая тоже палетка. Как вы поняли, я люблю такие цвета. Здесь матовые и к ним подобраны вот такие вот сатины. Очень красивые цвета. Мне нравится. Тоже часто использую эту палетку. Еще одна малышка от бренда Too Faced. Ей тоже уже много лет, но она до сих пор сохранила аромат. Как вы знаете, у палеток Too Faced есть такой аромат приятный. Красивая тоже палетка, но я больше использую летом. Красивая. Здесь такие цвета. Вот этот коричневый мне очень нравится. Блестяшки красивые. Хорошая палетка. Многие любят этот бренд. Ну, единственная палетка у меня от этого бренда. Есть у меня в коллекции вот такая старушка. Одна из первых моих палеток от Catrice. Я приобрела первую палетку, да, от Catrice. Вот именно вот эту. Она ужасно сыпучая, но они ее перевыпустили. Другие сейчас у них есть замены этих с более новой формулы. Но избавляться я не собираюсь от нее. Пусть стоит у меня тут. То есть лежит как реалитет в моей коллекции. Красивые тут такие сатинчики. Здесь нет матового. Пользоваться можно. Смотрите. Приятная, красивая, очень даже палетка. Конечно, формула уже другая тут, но в коллекции она у меня будет. Избавляться от нее не хочу. Я не избавляюсь от косметики. Я много раз об этом говорила. Редко когда. Также вот, да, они, по-моему, вот эти палетки сделали вот эти. Выпустили взамен. То есть вот такая у меня палетка есть. Роз. Очень хорошая палетка. Мне она нравится. Качество хорошее. Классическое качество. Catrice и Essence. У многих девочек я видела тоже. Здесь матовые очень даже интересные. Такие вот сатинчики. Вот. Красивая палетка. Мне нравится. Также вот из этой серии у меня есть и вот эта палетка. Тоже мне она очень понравилась. Я ее приобрела. Тоже старенькая. Но здесь очень даже красивые вот сатинчики. Мне нравится. И матовые здесь хорошие. Вот. Красивая палетка. Но редко ей пользуюсь. Есть у меня от Essence и вот эта палетка. Тоже ее многие приобрели. Кстати, она сделана в Италии. Качество у нее намного лучше, чем предыдущие вот эти. Вот. Здесь тоже красивые такие сатинчики. Они, конечно, замыливаются. Но мне нравится. Тоже пользуюсь этой палеткой. Не часто, но пользуюсь. Есть у меня вот такая вот старушка. Вот Essence Nude. Тоже ее приобрела года 3 назад, наверное. И хотела ее иметь в своей коллекции. Хотя это очень-очень старая палетка. Но пользоваться ей можно, конечно же. Вот. Красивая. Тоже интересные здесь такие вот шиммеры. И матовые неплохие. Многие девочки очень даже любили такие палетки от Essence. Вот. Ну и я и решила себе приобрести. Пусть будет. Так, давайте я вам покажу теперь вот эту палетку от Mo Academy. Хороший бренд, он у нас очень популярный. Здесь вот такие вот красивые цвета, их можно переставлять. Вот. Хорошие здесь и сатинчики, и блестяшки. Давайте покажу вам матовые.
такие вот шиммеры. Такой вот сатинчик есть. И вот такой вот матовый, он какой-то с блестками. Да, вот. Красивая тоже палетка. Мне нравится этот бренд. Также у меня в коллекции есть несколько палеток от бренда W7. Мне нравится этот бренд, у меня, по-моему, их 3. Это а-ля дюпы под Huda Beauty, Анастасия Беверли Хиллз, но я взяла который под Huda Beauty. Вот. Вот это у меня есть. Здесь очень даже красивые такие вот сияшки. Мне нравятся. Ну и матовые здесь неплохие. Вот. Но они вот немного как будто бы подсохли некоторые. Вот этот мне цвет очень нравится. И вот этот вот дуохромчик. Смотрите, они такие полукремовые. Красивые цвета. Вот. Давайте покажу сводчи. Ну, я много раз вам показывала эту палетку. Вот. Также от W7 есть вот эта палетка. Тоже красивая. Здесь такие блестяшки полукремовые. Смотрите. Вот этот как полукремовый. Давайте вот этот. Ну и самый интересный вот этот покажу. Дуохром такой. Посмотрите. Шикарные цвета. Мне кажется, ничем не отличается от Huda Beauty. Вот, поэтому я ее приобрела. Палетки Huda, они очень дорогие стали. И еще у меня есть палетка W7. Минуточку. Здесь она у меня чуть дальше лежит от меня. Вот это одна из первых палеток, которые я приобрела. Вот такие здесь тоже красивые цвета. Но я ей что-то редко пользуюсь. Здесь матовые, кстати, неплохие. Давайте покажу вам матовые. Смотрите. Это сатин. И давайте блестяшки покажу. Здесь глиттеры есть. Я их вообще не использую. Вот. Такие вот цвета. Так, освободил я еще место, потому что не хватает. Одна из моих любимых палеток от Revolution Pro с блогером Наталья, по-моему, польский блогер. Очень красивая палетка. Мне она очень нравится. Здесь шикарные коричневые цвета, красивые блестяшки. Здесь коричневых цветов раскладка такая интересная. И темные есть, и светлые есть. Вот даже дуохром вот такой вот есть. Вот. Очень красивая палетка. Не знаю, можно ли еще приобрести. Вообще все палетки вот с этим блогером Наталья, по-моему, если я правильно называю, все классного качества. Поэтому я приобрела, потому что слышала хорошие отзывы. Также у меня есть палетка от BH Cosmetics. Я ее приобретала, по-моему, на Beauty Bay. Но сейчас этот бренд можно купить и на сайте Revolution, так как теперь этот бренд принадлежит Revolution. Хорошая тоже палетка. Здесь такие маленькие рефильчики, но очень даже красивые тени. Мне нравится. Тоже есть дуохромчики. Вот. Дуохром, кстати. Вот это тоже. Ну, давайте и матовые. Красивая раскладка цветов, мне нравится. Давайте покажу теперь вот эту палетку от Essence. Тоже красивая, классическая, у многих есть. Есть еще такая в зеленом цвете. Мне нравится. Здесь больше мне нравятся вот эти вот сатинчики. Ну и матовые неплохие. Розовые такие. Я люблю розовые цвета. Мне нравится. Больше, конечно, нравится летом такие цвета использовать.
Есть у меня палетка городов Essence. Это Марракеш. Красивая у них была вот эта серия. Но сейчас, по-моему, они перестали уже выпускать. Но их можно еще найти на сайте. Ну, почему-то я редко использую эту палетку. Хотя цвета неплохие. Вот. Давайте вот этот покажу. Красивая палетка, на мой взгляд. Также из городов у меня есть палетка Оларио. Тоже такая розово-золотистая. Одно время я часто ей пользовалась. Вот. Мне нравятся здесь, кстати, вот эти сатинчики. Красивые. И прекрасно до сих пор передают цвет. Вот. Также есть от Beauty Bay единственная палетка, когда я заказывала. Я их, кстати, вместе вот с этой палеткой заказала. Очень нравится эта палетка. Я люблю эти цвета, но они, конечно же, на лето. Какие здесь шикарные шиммеры. Просто бомба. Вот. Вот этот розовый, кстати, очень пигментированный. Остается пигмент. Вот. Красивая палетка. Хотелось бы еще приобрести палетку от Beauty Bay. Так, старенькая палетка от Revolution. Это их серия Reloaded. Они одно время были очень-очень популярны. У меня есть они. Мне очень нравятся. Это одна из их знаменитых Velvet Rose. Конечно, уже качество здесь старенькое, но пользоваться можно. Мне нравится. Здесь достаточно красивые, матовые. Вот. Ну, сатинчики у них замыливаются, крошатся, как вы видите. Вот. Но есть у меня в коллекции эта палетка, и иногда пользуюсь ей. Также из Reloaded у меня есть вот эта палетка. Это у нас Фундаменталь. Тоже одна из знаменитых палеток. Здесь очень красивые сияшки. Вот, даже есть дуохром, который замыливается. Дуохром топерный. Но им можно пользоваться, просто надо скотчем пройтись. Вот, я не знаю, передается. Вот. Красивый такой топерный цвет, мне нравится. Вот. Такие цвета. Некоторые вот рыхлые, вот этот особенно. Но это Revolution. Думаю, качество их все знают, какие у них качества палеток. Есть у меня вот эта палетка. А, да, вот видите, вторая палетка Техник. Не знаю, так она мне понравилась. Здесь такие блестки, но уже такими, это даже пигмент, кремовый пигмент, даже написано. Уже, мне кажется, такими не пользуются, но пусть лежит у меня в коллекции. Достаточно красивые такие цвета здесь, но они некоторые здесь хлопушками. Так, вот этот самый такой нормальный. Вот этот оставляет сильно пигмент. Вот этот очень прям вот он маслянисто-кремовый, как хлопья. Но если его растереть по глазу, то есть навеки, то красиво смотрится. Но, можно сказать, я в последнее время не пользуюсь этой палеткой, но избавляться я не буду. Такими уже, конечно, мало кто пользуется, мне кажется, но пусть лежит, как говорится, в коллекции эта палетка. Давайте я вам покажу, смотрите. Вот так вот остается, вот этот передается. Как будто бы фольга, знаете, она вот сразу приклеилась. Вот. А так не передается на сводч. Такая интересная палетка, можно сказать, но странная. Одна из моих любимых палеток Revolution тоже. Вот эта серия у них была. Это у меня Emerald. Они в разных цветах вышли. Я себе взяла вот эту. Классная палетка. Она мне до сих пор нравится. И иногда беру ей пользоваться. Очень красивые здесь блестяшки. Очень красивый здесь зеленый цвет. Я редко пользуюсь. Но вот такой я люблю, зеленый, болотный. Вот это вот дуохром такой интересный. Вот этот цвет тоже зеленый, очень красивый.
Мне эта палетка нравится использовать, когда делаю смоки. Вот, очень красивая палетка, мне нравится. Тоже у многих она есть. Смотрите, ну, просто шикарная. Мне кажется, можно ее еще найти. Вот. Посмотрите. Блестяшки здесь просто шикарные. Есть у меня также палетка от бренда Lottie London. Такая информация. Классная палетка, кстати. Мне нравится этот бренд. Он у нас есть. В Греции представлен. Здесь очень красивые есть такие вот сатинчики и матовые. Здесь я уже дошла до донышка. Давайте покажу вам сатинчики. Вот этот дуохромный. Вот. Ну, давайте матовый. И матовые здесь очень красивые. Хорошая палетка, часто тянется рука к этой палетке, кстати. Также от Revolution есть у меня пару палеток из серии Coffee. Это I Heart Revolution, I Love Revolution, не знаю. Это палетка кофе. Как же они мне нравились одно время. Я их прям так хотела, боже. Ну, уже как-то подостыла к ним. Хотя до сих пор иногда пользуюсь ими. Очень красивые, интересные цвета. Какие-то рыхлые, какие-то нет. Вот. Матовые тоже интересные. Вот. Ну, пользоваться можно еще этой палеткой. Красиво. Также из серии Тести у меня есть, это что у меня? Латте. Да, упаковка, конечно, ужасно пачкается. Я уже сколько раз ее вытирала, но это прорезиненное и не уходит, кстати. Вот это тоже у меня расцветка есть, красивая. Так, латте и кофе. Хорошая палетка. Но в последнее время я почему-то ей не пользуюсь. Хотя надо. И также из серии Тести у меня есть Коконат. Это более такая летняя палетка. Но она мне тоже понравилась. И я ее тогда заказала. Вот, тоже интересные цвета. Такие пастельные более здесь. Но тоже интересная. Смотрите. Пигментацию. Вот тоже красивый цвет. Ну, давайте вот это. Такая вот палетка. Также у меня от бренда Heart Revolution есть вот эта медовая. Это здесь одни сатинчики и шиммеры. Тоже интересная палетка. Такая вспомогательная. Вот, дуохром, который замыливается. Вот этот, смотрите, какой он рыхлый, но это нормально для Revolution. И давайте вот этот зелененький. Вот. Такие вот цвета. Тоже интересная палетка на лето, на мой взгляд. Вот. Смотрите. Также от Revolution есть вот эта палетка. Это у меня что? Называется Courage Wild Animal Palette. Классная тоже палетка. Мне она очень нравится. Пользуюсь ей иногда. Здесь вот такие вот цвета. Ну, видите, смотрите, я до донышка тут дошла. Здесь и сатины, и шиммеры очень красивые. Вот давайте я покажу. Вот сатин. Это уже шиммеры. Ну и матовые здесь неплохие. Вот, хорошая палетка. Одна из моих любимых. Есть у меня палетка от бренда Rimmel. Тоже а-ля сделан под бренд Urban Decay. Да. Вот, тоже красивая палетка. Несколько расцветок есть. Я взяла такую розовую. Их можно до сих пор найти. Кстати, бренд Rimmel мне очень даже нравится. Здесь сатины. Неплохие матовые. Вот этот цвет я очень люблю. И вот этот. Посмотрите. Очень красиво на глазах смотрится.
Также в коллекции у меня есть вот эта палетка от Revolution Pro. Мне очень понравилась упаковка, очень красивая. Здесь вот такие вот шиммерные цвета. Здесь нет матовые, но они очень красивые. Вот этот белый я люблю на уголок использовать, так как это дуохром. Вот эти розовые. Но единственное, что их надо тонким слоем наносить, иначе они скукожат века. А так палетка очень даже красивая. Вот. Также есть у меня палетка от Catrice. Вот это вот тоже ее очень хотела, но вначале у нее цена была дороговата для Catrice. Потом я ее со скидкой приобрела. Вот тоже интересная палетка. Здесь и матовые красивые, и такие вот шиммерные, и сатины здесь есть, кстати. Вот это вот сатинчик розовый. Вот это шиммеры. Вот, и давайте матовый покажу вам. Красивые цвета. Интересная тоже палетка. Вот. Одна из моих любимых палеток это Jaclyn Hill с коллаборацией Morphe Divine Neutrals, если правильно читаю. Вот классная палетка, здесь классные матовые и такие вот шиммерные цвета. Вот, обожаю эту палетку, она, кстати, не сыпется, просто супер. Есть, по-моему, разные цвета таких палеток, я взяла именно ее, такую вот классическую. Матовые, такие вот шиммеры. Вот, как вы видите, она вообще не сыпучая. И пигментация очень хорошая. Вот. Также есть у меня палетки, которые можно отнести и к палеткам для лица и тени. Одна из них вот Seventeen, но они у меня лежат в отделе, где палетки для лица. Но здесь есть тень. Давайте я им тоже вам их покажу. Но считать мы их не будем как тени, потому что я их считала как палетки для лица. Какие же здесь красивые вот эти вот золотистые цвета. Такие шиммеры дуохромные. Просто шикарные. И давайте покажу вот этот вам цвет. Вот. Очень красивая, хорошая палетка. Тоже брала по отзывам у девочек. Вот. Также палетка от Essence. Тоже красивая палетка. У многих она есть. Так, давайте я подвину. Не вмещаюсь. Вот здесь я ее тоже отнесла к палеткам для лица. Но здесь есть красивые тени. Вот такая пастельно-нежная палетка. Такие здесь цвета. И есть вот этот дуохром, который залипает. Такой топерный цвет. Вот. Интересная тоже палетка. Она тоже у многих есть. И одна из моих последних тоже приобретений. В том году я брала, по-моему, рождественская, новогодняя коллекция. Catrice, тоже она у меня относится к палеткам для лица, но здесь есть тени. Кстати, неплохие тени, мне нравятся. Да, они, конечно, замыливаются, но вот этот очень яркий цвет. Вот. Такие вот цвета. Давайте вот это тоже вам покажу. Матовый. Вот. Красивая палетка. Имеет место быть. Видела, многие девочки тоже приобрели ее. Вот. Такие вот цвета. И давайте я вам покажу последнюю свою палетку. Это раритет. Ей уже, наверное, лет 10, если я не ошибаюсь. Это мой первый заказ сайта Revolution. Это бренд уже не существует. Freedom. Палетка была куплена за какие-то 5 евро, по-моему, я не ошибаюсь. И с того момента у меня началось увлечение декоративной косметики, и я начала скупать. Эта палетка очень старенькая, но я ее не выбрасываю, не избавляюсь от нее, потому что это память. Ну, здесь, кстати, прекрасные румяна, бронзер и хайлайтер, но я ей очень давно не пользовалась. Здесь такие сатинчики.
Пользоваться можно в прекрасном состоянии, но почему-то рука к ним не тянется. Почему не тянется? Потому что есть другие палетки. Здесь очень даже классный бронзер, румяна, хайлайтер, да? Смотрите, какие румяна интересные, красивые. Кстати, вот надо пользоваться этой палеткой. Почему я ей не пользуюсь? И давайте покажу вам пару цветов теней. Здесь сатинчики. Такие классические, нежные. Здесь, конечно, формула уже старенькая, но прекрасно до сих пор можно делать ими макияж. Вот. Вот эти цвета я не использую. Серые цвета я не люблю. Мне не идут эти цвета. Вот такая вот палетка у меня есть. Раритет. Вот. Некоторые, по-моему, девочки даже закончили эту палетку, дошли до дна. Такая вот розовая, сделана в виде планшета. Вот. Давайте я сейчас подсчитаю все свои палетки, кроме, как я сказала, вот этих. Так, где еще другая? Кроме вот этих трех, так как они у меня идут как палетки для лица. И давайте посчитаю и вам скажу, сколько у меня палеток теней. Ну что, девочки, подсчитала я свою коллекцию теней. У меня 45 палеток. В моей коллекции, я думаю, это не так уж и много, потому что бывает и больше. Я в последнее время перестала покупать палетки, так как мне сейчас больше нравится покупать румяна, хайлайтеры, бронзеры. Вот, как-то по теням я остыла. Надеюсь, вам было интересно смотреть мое видео. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.